Привет, друзья! Сегодняшний выпуск сразу задает тон насыщенного дня. В Германии снова обсуждали жилье, науку, политику и безопасность. В Мюнхене объединяются десятки организаций и предлагают установить фиксированный предел цен на аренду. Отмечают, что ситуация в городе становится напряженной, а людям все труднее справляться с новыми платежами. Активисты считают, что действующие сегодня правила недостаточно эффективны и готовят большую февральскую акцию, чтобы передать свою позицию правительству Фридриха Мерца. А в Дрездене появилась новость, которая будто из мира фантастики. Немецкие ученые представили лазер, который может нагревать лед так, что он превращается в газ за короткое время. Эту разработку в перспективе планируют использовать, внимание, на спутниках. Свой сигнал сегодня подает и профсоюз Верди. Он предлагает повысить зарплаты сотрудникам государственных учреждений. Переговоры уже идут, и от их исхода могут зависеть выделенные на это бюджеты. Следующая громкая дискуссия развернулась и вокруг нового решения правительства Фридриха Мерца. Партия «Левая» выражает несогласие с инициативой по выплатам людям из Афганистана, которым ранее обещали возможность въезда. И это еще не все. Европейские страны срочно закупают датские системы защиты от дронов. Спрос растет так быстро, что поставщикам пришлось расширять производство. В НАТО отмечают появление новой технической сложности, которая требует оперативных решений. А внутри Германии все активнее обсуждают идею разрешить голосовать с 16 лет. Сторонники считают, что молодежь давно несет ответственность, но до сих пор не имеет права голоса, и пора это менять. Все эти последние события часа разберу буквально за несколько минут. Итак, в Мюнхене сразу несколько общественных организаций объединяются и требуют ввести жесткий потолок цен на аренду квартир. Они говорят, что арендная плата в городе растет слишком быстро, а многие люди уже не могут платить такие суммы. В объединение входят Союз съемщиков жилья, городские активисты и благотворительные организации. Они хотят, чтобы в Мюнхене был установлен постоянный предел цен на аренду, чтобы нельзя было повышать стоимость жилья выше определенного уровня. Кроме того, они требуют запретить продажу муниципальных квартир частным инвесторам, чтобы доступное жилье не исчезало с рынка. И, внимание, организаторы уверены, что нынешние законы не работают, ограничения на рост аренды легко обходят, например, сдавая квартиры с мебелью и выставляя более высокую цену. Чтобы привлечь внимание земельных властей и федерального правительства Фридриха Мерца, объединение планирует, внимание, большую демонстрацию в феврале 2026 года. Люди выйдут на улицы Мюнхена и потребуют, чтобы город вмешался и реально защитил жильцов от стремительного роста арендной платы. Следующая новость проливает свет на науку в Германии. Ученые из Дрездена представили новое лазерное устройство, которое в будущем может использоваться для исследования ледяных спутников планет в Солнечной системе. Речь идет о таких небесных телах, как спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад, которые покрыты многокилометровым слоем льда. Новая технология позволяет лазером нагревать поверхность льда так сильно, что он мгновенно превращается в газ. За счет этого в толще льда образуется узкий канал. Такой способ заменяет обычное бурение, которое требует тяжелого оборудования и много энергии. Образовавшийся газ поднимается потом вверх и выходит на поверхность. Ученые считают, что его можно будет собирать и изучать. По составу этого газа можно будет определить, что находится под ледяной корой, жидкая вода, минералы или, возможно, следы жизни. Хотя у Германии сейчас нет собственной миссии для посадки на такие спутники, разработчики уверены, что технология может быть использована в международных космических проектах. Система уже прошла первые испытания в лаборатории и на природном льду в горах и на севере. Результаты показали, что лазер может точно работать даже в сложных условиях. Немецкие ученые сейчас считают, что такой лазер может стать важным инструментом для будущих исследований далеких ледяных миров. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца. Сегодня профсоюз Верди требует для сотрудников государственного сектора земель Германии повышения заработной платы на 7% минимум на 300 евро. Речь идет о работниках государственных ведомств, школ, университетов и других учреждений, финансируемых на уровне земель. Верди утверждает, что зарплаты многих государственных служащих слишком низкие по сравнению с нагрузкой, и повышение на 7% просто необходимо, чтобы сохранить квалифицированные кадры и сделать работу в государственном секторе более привлекательной. Переговоры начались между Верди и работодателями со стороны земель
Профсоюз настаивает на справедливом итоге и готов добиваться повышения через переговоры и возможные дополнительные шаги. Если этот запрос будет все-таки принят, повышение коснется миллионов сотрудников государственного сектора, что окажет значительное влияние на бюджеты земель. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Партия «Левая» критикует правительство Германии Фридриха Мерца за предложение выплат людям из Афганистана в случае их отказа от планируемого въезда в страну. По данным правительства, Мерца предложила нескольким сотням человек пересмотреть планы дальнейшего въезда в Германию, среди них адвокаты, журналисты и правозащитники, которым ранее была обещана возможность въезда. Клара Бюнкер из левых назвала это предложение неудачным с точки зрения соблюдения прав человека. По ее словам, это выглядит как попытка компенсировать людям ожидания вместо выполнения обещаний. С другой стороны, политика Христианско-демократического союза ХДС Бурkhard Дрегер поддерживает инициативу и считает ее добровольным предложением. И это только начало. В Европе усиливается внимание к теме дронов. Две компании из Дании сегодня получают огромный спрос от стран НАТО, потому что создают системы контроля и предотвращения несанкционированного использования беспилотников. Первая компания производит радары, которые могут точно определять местоположение дрона и оценить характер его полета. Эти радары уже использовали в одном из датских аэропортов, когда там заметили неизвестные дроны. Вторая компания выпускает приборы, которые могут временно нарушать канал связи дронов с оператором. То есть дрон просто перестает выполнять команды и становится бесполезным. По данным журналистов, европейские страны сейчас массово закупают такие системы. Причина состоит в том, что все чаще над важными объектами и охраняемыми территориями замечают неизвестные беспилотники. Специалисты отмечают, что это новая техническая задача, и НАТО обновляет меры безопасности. А дальше еще интереснее. В Германии вновь поднимают тему снижения возраста избирателей. Речь идет о том, чтобы позволить голосовать с 16 лет. По мнению сторонников, это не просто молодежная прихоть, а шаг к справедливости. Сегодня молодежь часто сталкивается с последствиями решений именно старших поколений, например, из-за вопросов с пенсиями, ростом цен и климатическими трудностями. Авторы идеи обращают внимание, многие молодые люди уже несут свою ответственность, они участвуют в жизни общества, но при этом не имеют политического голоса. Они считают, что право голоса с 16 лет – это также способ оказать молодежи доверие со стороны общества и дать ей шанс влияния на решения, которые определяют ее будущее. Кроме того, по мнению авторов, когда от молодых требуют выполнять службу для общества, например, добровольный или обязательный год службы, это справедливо лишь тогда, когда они могут участвовать в выборах, потому что требования выполнения обязанностей, не представляя возможности голосовать, по их словам, выглядят несоразмерным. Поэтому сторонники реформы видят в голосовании 16 лет не просто право, а способ поддержать молодое поколение, чтобы оно могло формировать свое будущее, а не оставаться безмолвным наблюдателем. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.